Я в 41-м закончил третий класс. Вот мы в мае закончили, а в июне уже началась война. Значит, был хороший воскресный солнечный день, прекрасная погода была, никакого беспокойства у нас не было. Значит, утром мы все собрались, у нас была такая одна проходная комната в квартире, где стоял большой стол, как обычно в то время. И утром все приходили завтракать. Вот был, значит, стоял в углу у нас приемник Си-235 такой, который купили в складчину. Вот, слушали радио, и вдруг сообщение, что в 12 часов будет выступать нарком Министерства иностранных дел Молотов. Ну, никакого беспокойства у нас не было. Был пакт о ненападении с Гитлером. Выступает Молотов. Взволнованным голосом он сообщает, что сегодня, значит, ночью немецкие войска, нарушив пакт о ненападении, перешли всю западную границу с севера до юга. Наши пограничники ведут упорные бои. Некоторые западные города немецкие самолеты бомбят. У нас в Ленинграде все было тихо, спокойно. Мы, значит, думали, что ну все, как-то эта война быстро закончится. Ну, как-то особых волнений не было. Мы с папой направились, значит, по набережной лейтенанта Шмидта, по университетской набережной, мимо Академии художеств, мимо университета, на стрелку Васильевского острова. Перешли там Биржевой мост, подошли к лодочной станции. Была лодочная станция на Кронверском протоке. Ну, постояли в очереди, тогда всегда были куда-то очереди. Постояли в очереди, взяли лодку и пошли вверх по Неве, мимо Петропавловской крепости, под Троицкий мост, который тогда назывался Кировским мостом. Я тогда впервые попробовал грести, у меня получалось неплохо. Ну, потом мы вернулись домой, значит, наступил вечер, ведь 22-го, это ж белые ночи, начало, значит, смеркаться, и мы заметили, что смотрели, значит, из окна бабушкиной комнаты, значит, 7-я линия, смотрим, поднимаются аэростаты заграждения. Вот. Мы это, так сказать, увидели, это все, и вот потом стали говорить, что вот эти самолеты не могут низко летать, потому что на этих аэростаты на трассах поднимаются там на несколько там, по-моему, даже 1000 метров некоторые. Вот. Вот так было. Первого сентября мы, значит, учебу не начали еще. Тогда считалось, что можно начать учебу с 1 октября. И вот наша учительница, классный руководитель Мария Степановна Монстерова, она, значит, организовала наш класс, значит, занятия на 1 этаже школы, потому что большая часть школы уже занята была госпиталем для красноармейцев. Вот так было. И я ходил это заниматься, тогда это примерно октябрь месяц, так, ну, наверное, весь месяц, а может быть, даже и начало
ноября. Потом занятия прекратились. Но в школе, вот на первом этаже, там была кухня, видимо, для госпиталя. И там организовали для детей, школьников, каждый день, вот это самое тяжелое время, декабрь, когда 125 грамм выдавали этим иждивенцам, детям, служащим, нам давали тарелку супа горячего, но суп этот был довольно жиденький. Ну, я думаю, вот так вот сейчас вспоминаю и думаю, что это, видимо, что-то оставалось от госпитальной кухни. Это разбавляли, и детям вот эту тарелку супа давали. Это, конечно, нас поддержало. Кто-то приходил с бетончиком, дали чесночок, приносил домой, там разогревал, это съедал. Кто-то, значит, с кастрюлечкой шел. Вот так было. Дров, так сказать, с прошлого года уже оставалось очень мало. В 2 комнатах у нас стояли буржуйки. Их топили, значит, ну, чем попало, топили. И вот оставшимися дровами пилили на мелкие части. Потом это мебель такую старенькую тоже шили. Потом книги пошли. А мой отец даже договорился в Тресте, чтобы ему дали эти старые эти архивные дела, бумаги. И вот мы 2 саночек привезли домой. И у меня была такая работа, что я, значит, эти бумажки вот так скручивал в буржуйку, это все топило. И у меня, значит, в мою обязанность входило выгребать золу, потому что от бумаги-то золы же очень много. И я примерно через день, или, может, даже иногда каждый день, вот по такому большому тазу выносил во двор, в помойку эту золу. Вот так было. Теперь, что мы ели? Значит, вот этот трест папин лакокраска, он имел заводы и в Ленинграде, и в других городах Советского Союза. И, видимо, здесь были там какие-то склады с какими-то там химикатами. И вот я вспоминаю, что как-то отец приносит с работы 14 плиток клея столярного. Значит, сказали, как его нужно готовить. Его нужно было размочить в воде, потом, значит, варить какое-то время, добавить туда соли, добавить лавровый листик, крупинки перца. Вот так, значит, делали студень. Этот студень, чтобы побыстрее он, так сказать, приготовлен был, выносили, где уже был мороз. Было холодно там на кухне, там уже плита не работала, водопровод не работал. Значит, и ждали, все смотрели, когда он застынет, чтобы его можно было есть. И вот ели его. Вот мы съели 14 плиток этого шоколада. Столярного клея. Потом, значит, выдали как-то казеин. Казеин, там что-то 2 или 3 килограмма, мешочек. Казеин, это казеиновый клей. Он представлял собой крупинки такие, значит, нужно было его накануне замочить. Я, значит, это вот тоже в мою обязанность входило. 2 пол-литровые баночки, я там насыпал порцию этого казеина, наливал воду. И на утро этот казеин разбухал. И мама на печке, на буржуйке
значит, варила сыр. Получался такой сыр, мы его ели. Ели, мама, значит, если что оставалось, несла на рынок продать или обменять на хлеб, потому что хлеба-то не хватало, а все хотелось пожевать. И была такая у нас у всех привычка, вот мы, допустим, варили суп, там, допустим, крупка какая-то, суп, значит, съедали жижу съедали, потом то, что оставалось гуще, съедали, значит, ложечкой, а потом вылизывали тарелку языком. Это было вот принято у тех, кто голодал. В конце марта я заболел. У меня была температура 40. Ну, меня положили, я лежал, ничего у меня не болело совершенно. Что это было? Я даже как-то приходил, и врач, который меня лечил всегда и до войны, мы его отблагодарили вот этим сыром из казеина. Вот. Ну, ничего, значит, 10 дней у меня была такая температура. 40 и все, и ничего не болит. А моя бабушка так переживала и все говорила: ой, теперь Шурка умрет следующий. А вот надо сказать, что когда человек уже начинал умирать, у него заострялся носик. Нос заострялся, понимаете? Кроме дистрофии там получался этот, скелет, обтянутый кожей, а еще, так сказать, перед самой смертью обострялся носик. И говорили: кандидат. Вот он кандидат на тот свет. А бабушка моя так вот переживала, она так как-то заботилась обо мне. И 1 апреля бабушка умирает. А я встаю. Понимаете? И вот я считаю, что бабушка взяла мою смерть. Я вам начал говорить, что вот мы первый день войны встретили в столовой, все, значит, вместе за столом. И в этой комнате, значит, она не отапливалась у нас. Была печь такая изразцовая, у этой печи стояла железная кровать. И каждый месяц, вот начиная с января, кто-нибудь уже лежал, готовый к захоронению. Кто-нибудь. Это вот, могу даже перечислить. Вот Иван Герасимович умер 30 января. Потом умерла старшая сестра папы. Она работала в детских яслях старшей медсестрой. Но у нее были какие-то неприятности там с продуктами, что-то такое. Ее перевели в другие ясли. Она очень переживала это. И она, значит, заболела что-то. Это было уже в феврале месяце. Заболела, и 20 числа она умирает. Ну, она в детских яслях там сдавала карточку, там она не была дистрофиком. Но она вот от этих переживаний, что там у них пропажа продуктов была, и она вот это так переживала, и, видимо, у нее сделался инсульт, потому что я вот вспоминаю, когда вот мама моя варила вот этот
казеин, то мы давали ей это поесть этот казеин, уже она его как-то пыталась жевать, но был какой-то у нее такой отсутствующий взгляд, и вечером она умирает. Вот так было. Потом 15 марта утром умирает моя тетя Анечка. Утром умирает. А вечером умирает ее сестра Татьяна. Это вот мать моей двоюродной сестры. Мы закрываем дверь, и они там лежат до момента, когда там придет. У нас в соседнем доме жила такая Феня, знакомая Максимовых. Она, значит, приходила, обмывала умерших, одевала, зашивала в простыню. И наши соседи по квартире, в соседней квартире, была семья Агеевых. Они, значит, была мать и две дочери. И они за хлеб отвозили эти трупы в морг, чтобы получить эти свидетельства о смерти. Вот так было. Значит, вот бабушка умирает 1 апреля, как я говорил. И вот я вспоминаю, моего отца должны в стационар были поместить. Он очень был, худой совершенно, там, скелет. Это было, значит, определили, что 19 мая его поместят туда. Там договорились, что скорая помощь приедет к нам, и его санитары возьмут и отвезут, потому что ходить он не мог. Ждем скорой помощи, нет, наступает вечер. Приезжает скорая, приходят 2 санитара, по-моему, даже женщины. Или мужчины и женщины. И папа уже готовый ехать, сидит в кресле. Это кресло такое было у нашего письменного стола, такое большое, с подлокотниками, с высокой спинкой. Папа сидит, это что-то вроде жует, это кусочек хлеба, и у него какой-то такой отрешенный взгляд, понимаете? И он начинает валиться на подлокотник кресла. Мама моя, видя вот это все, говорит санитарам: что же вы его возьмете, он же у вас в машине умрет. Мама видела, что отец умирает. Санитары уехали, мы папу положили на его кровать, и он через несколько минут скончался. Вот так жили. Вот последняя моя, значит, тетя, которую наблюдал я, как она умирала, это была Елена. Она была инвалидом, у нее с детства была какая-то такая одна нога, это сухая такая, ее все жалели. Вот. И надо сказать, что большинство моих родственников курили. А я вот не курю, и видите, дожил до такого преклонного возраста. Вот. И было такое, что вот человек уже дистрофик, уже вот он умрет, и я вспоминаю, что даже это вот последняя эта тетя в Ленинграде, которая умерла, она, значит, чувствовала, что она умирает, попросила свою сестру, которая еще ходила, значит, принести воды, нагреть, чтобы помыться.
Вот. Она, значит, помылась, и, ну, хлеб тогда уже давали по 300 граммов хлеба на день. И она уже говорила, что, ой, Лена, поешь, сестра ей говорит. Она говорит, я не хочу, дай мне покурить. То есть у человека настолько был атрофирован весь желудочно-кишечный тракт, что он даже есть-то уже не хотел, понимаете, перед самой смертью. И вот она просила покурить, дали покурить, ну и она умерла. Это было 1 июня. Осталась еще моя тетя Нина, мама моя, я и двоюродная сестра. Вот 4. Четверо из скольки? Это было нас там, по-моему, 11 человек жили. 11. Ну вот 4 остались. Причем эта Нина, это вот папина сестра, она до войны была полная очень, очень полная. И вот, видимо, благодаря этому она смогла пережить, благодаря накопленному жиру, пережить вот это самое трудное время. А что позволило маме продержаться? А маме сейчас расскажу. Мама моя была очень таким в то время деятельным человеком. Она старалась все, что можно, продать. Она даже свое золотое кольцо червонного золота отдала то ли за 600, то ли за 700 граммов хлеба. Отдала, чтобы только нам поесть. Понимаете? Вот. И она, значит, на рынке все время, это был уже декабрь или, может, начало января. Значит, а тогда кто вот как-то это двигался, он хотел пить, пили много воды и опухали. И мама моя тоже была, ну, вроде полная. Ходила, но опухали ноги, лицо было не худое. И наступал такой момент в организме, что наступал понос. Назывался голодный понос. То есть из человека вся жидкость выливалась. И там это все происходило в течение буквально нескольких часов. И человек становился скелетом, обтянутым кожей. Вот так было. Тоже было с моей мамой. И благодаря тому, что у нас наверху жила семья, значит, и вот там было 2 сына, мать и 2 сына. И вот Юра, Вова и Юра. Вова умер, мать его умерла, а Юра был жив и принес маме, когда узнал, что у мамы вот так плохо, он принес ей несколько этих корешков калгана. Его надо было заварить, выпить, и этот понос останавливался. А кто не мог остановить понос, то погибал 2-3 дня, ну, максимум неделя. Вот так было. Мама моя вот выжила. Удалось ей выжить благодаря вот этому корню калгана. Ну вот папа, когда умер, нам не на что было выкупить даже это продукты. Приходилось продавать. Продавали книги. И я ходил. И кто-то в блокаду покупал книги? Ходили, покупали люди. Некоторые крали книги. Ну, мальчишка сидит, посмотрел, понравилась книга, ушел с этой книгой. Было и такое. Вот. Какие-то деньги вот были. Вот. И, значит, вот был даже такой случай. Мою маму,
с книгами забирает милиционер, отводит в милицию. Что это такое, продает это, на улице продает книги. А там был офицер. Мама рассказывает, что мне, говорит, вот детям выкупить хлеб не на что. Он маму отпускает, и я как-то вот подхожу, это было как раз это на 6-й линии у Андреевского собора, там были бульвары, скамейки, мама сидит и плачет. Я подхожу, спрашиваю, что ты плачешь? Она говорит, ты знаешь, меня вот забрали, милиционер, этот офицер меня отпустил, и когда я вышла, он выбежал и дал мне от себя 30 рублей. И мама была так растрогана этим, что сидела и плакала. Вот, потом еще насчет милиции. У моей тети, вот, которая была полная, она, значит, ее направляли там на торфоразработки. Она ездила там. И у нее как-то из кармана украли карточки хлебные. Ну, а это означало что? Конец? Смерть. И не проходит дня, к нам в квартиру приходит милиционер и приносит ей эти карточки. Представляете, он сам был полуголодный. Он приносит ей карточки и говорит, вот поймали карманника, и ваши карточки оказались у него. А интересно то, что на корешке карточки было написано фамилия, имя, отчество и адрес владельца этой карточки. Понимаете? Вот так было. Вот какая милиция была. Когда наступило лето, уже где-то конец июля, август, начало августа, мы с мамой ходили, посещали рынки. Кто с чем приходит? Кто приходит с кусочком хлеба, чтобы продать его? Кто приходит со стаканом сахарного песку? У кого в руках стакан пшена? Кто там еще что-то, какие-то вещи держит? Тоже все продавалось, и люди старались, кто голодал, что-то купить, чтобы что-то пожевать и проглотить. И как вот я помню, мы сейчас купили с мамой свеклину кормовую. Она желтого цвета была. Но мы ее как-то почистили, разрезали пополам и стали есть. Мне казалось, что я ем огурец. Представляете, что это свекла мне казалось огурцом. Потом на рынке, на Андреевском рынке продавали землю, пропитанную сахаром с бадаевских складов. Баночка пол-литровая этой земли стоила что-то то ли 10, то ли 20 рублей. И когда я ел эту землю, мне казалось, что я ем творог. Представляете? Началась война, когда моя бабушка, значит, взяла икону Божией Матери и обошла вот наши дома, микрорайон, это 7-я линия, Академический переулок, Днепровский переулок. Обошла 3 раза с этой иконой. И вы представляете, ни один снаряд, ни одна бомба в эти дома не попала.